Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня будет долгожданный обзор. Я в этом уверена, потому что меня многие спрашивали. У меня два новых аромата. Вот это целых 100 мл. Хочу подчеркнуть, в моей коллекции это, наверное, всего третий флакон такого объема. А это новенький Нарцисса Родригес Фохё Forever. Именно на него ждали обзор. Ой, я просто в восторге от того, как он быстро до меня дошел. Я буквально вечером, я мониторила постоянно, я очень ждала этот аромат. Я вечером зашла, смотрю, он появился в Дугласе, заказала. И это было в выходной. В выходные они не работали, а в понедельник ко мне в 2 часа дня пришел курьер, и я готова была просто ему на шею кинуться от радости. Друзья, ну правда, очень ждала эту новинку. Так. И начну, конечно, с нее, так как она долгожданная. Но обязательно хочу сказать про вот этот аромат. Его снимают с производства. Это Fleur Mask Нарцисса Родригес Фохё в туалетной воде. И тут есть еще такая приписочка «Флораль». Ну, я думаю, вы понимаете, о каком аромате идет речь. Я так сумбурно все рассказываю. На самом деле немножко тороплюсь, потому что, правда, я знаю, что ждали этот обзор. Так, вот так выглядит. Вот такая вот крышечка. Вы знаете, да, что есть два одинаковых. Один парфюмерная вода, другой туалетная. И отличаются крышечками. Прозрачная у туалетной. Все, о нем тоже, конечно, расскажу. Кстати, я его заказала на Рандеву. Он там еще остался по очень хорошей цене. Здесь, в Испании, его просто уже нет. Потому что, да, он правда снимается с производства. Так, все, давайте рассказываю вам про Forever. Я его поносила на себе, потому что хотела рассказать подробно. Очень хотелось, чтобы вы прямо поняли в случае покупки его вслепую, чего можно ожидать, да, и приняли решение. Вообще аромат позиционировался как обновленная версия вот этой вот туалетной воды Фохё. Ей 20 лет, поэтому он так и называется Forever. И здесь еще приписочка 20 лет выпуска. Кстати, а это парфюмерная вода. Ну, на самом деле, я бы так не сказала относительно его стойкости. Давайте с этого начнем, с технических характеристик. Этот аромат стал более прозрачный. Вот даже флакон, как вы видите, да, вот тут прям черненький у нас, а тут уже с градиентом. И градиент из черного медленно переходит в такой прозрачно-розовый. Тут есть немножко розовинки в этом стекле. Флакон очень красивый, и он подчеркивает изменения в аромате. Он, правда, более невесомый, он более легкий. Если вот этот... Ну, с ним надо было быть осторожным. Я бы его не рискнула надевать в офис, где очень чувствительные коллеги, например, работают, либо какой-то близкий контакт, потому что аромат может заполнять собой всю комнату. И у него есть особенность, да, как у многих ароматов интенсивных, он очень быстро забивает рецепторы, и вы его не чувствуете от себя, и давайте его там на себя лить ведрами. А вот люди прекрасно его ощущают, и к сожалению, им это может не понравиться. Так вот, этот стал более носибельный. Его можно хоть куда, хоть в офис, хоть на свидание, хоть просто куда-то на встречу с друзьями, или если у вас какой-то есть близкий контакт на работе, не знаю, ну там, сами понимаете, косметолог, стоматолог и какие-то такие близкие профессии, то его можно. Вот его можно. И вообще я заметила последний тренд, что стараются сделать ароматы именно такие, чтобы они были корректными, деликатными, чтобы вы их могли надевать куда угодно, и чтобы людей не раздражать. Так вот здесь все учтено. По поводу его стойкости. Ой, вот эта характеристика, мне кажется, сейчас не очень ясна. Все-таки он ехал какое-то время на склад в магазины, потом он ехал ко мне. Да, он постоял уже, отдохнул с дороги где-то дней 5, но лично я считаю этого мало, потому что у меня вот был Мисс Диор 21 года. Я его купила и говорила в видео, что у него очень плохая стойкость. И это совершенно не так. Через месяц, а тем более через год, аромат просто сидит как прибитый, на одежде вообще до стирки. Поэтому давайте так скажем, что стойкость у него
Ну, вот сейчас средняя, да, ну, неплохая средняя, но может еще измениться в сторону все-таки более высокой стойкости. Давайте так. Шлейф, как я сказала, средний, деликатный, и флакон подчеркивает это. Так, по поводу самого аромата. Здесь к белым цветам, к апельсиновому цвету, к туберозе, по-моему, еще османтус здесь есть. Здесь добавилась франгипани. И вы знаете, вот такой оттенок легкий, он есть в оранжевом кубике. Вот точно такой же здесь он есть, но в оранжевом кубике он все-таки погромче, он интенсивнее, и вокруг него все строится, а здесь нет. Он вот прям оттенком. И лично на мне он интенсивно звучит где-то первые 15-30 минут, ну так, что я его прям ощущаю, а потом он уходит, и он остается легким оттенком. Для нелюбителей франгипани, конечно, лучше его потестить. Я нанесла на блотеры вот этот аромат, чтобы ощутить разницу. Они довольно-таки сильно отличаются. Здесь такой, я бы даже вот не сказала, что это чувствуются франгипани и белые цветы. У меня ощущение от этого аромата, как будто это один цельный цветок с оттенками мимозы. Вот удивительно, да, но у него прослеживаются оттенки такой медовой, цветущей мимозы, но при этом это не мимоза, конечно. То есть это как будто бы какой-то такой фантазийный цветок с оттенками желтых цветов, с оттенками белых цветов, который, ну, вот описать можно только через какие-то другие, например, через мимозу. Но это все-таки не 100% она. То есть если вы потестите, то вы можете сказать, что какая тут вообще мимоза. Да, не 100% она, а вот именно вот этим медово, таким фруктово где-то оттенком, желтоцветочным, сладковатым. А здесь, как мы знаем, здесь такой довольно-таки активный и однозначный лично для меня апельсиновый цвет. Мускус, кстати, мускус и здесь, он прям чувствуется сразу, чувствуется порода нарцисса родригес, это однозначно. Его формула, вот эта вот летящая, да, она прям как кокон создает, она обволакивает, и вы в нем находитесь. Просто здесь такой кокон, который может всю комнату заполнить, а здесь все-таки он больше, ближе к вам, оставляет расстояние для жизни других людей. Вот такая разница. Но, друзья, на коже, когда я нанесла и тот, и другой аромат, где-то через час я уже немножко стала путаться, где какой у меня нанесен, потому что они становятся похожи. Это правда. Но вот те, кто пишет, уже кто-то писал на фрагрантике, я читала, что это прям один в один, они ничем не отличаются, это тоже не так. Я рада, что у меня есть оба этих аромата. И вот этот для меня, он, ну, как я сказала, более легкий. Он такой больше милый, более милый, если это такой прям какое-то колдовское зелье. Он очень сексуальный, он очень-очень такой женственный, то этот больше такой уже в сторону девчачий. Он более веселый, он игривый, и он поднимает настроение. Если этот настраивает на определенный лад, то этот именно просто поднимает настроение. Он такой жизнерадостный, он солнечный, он позитивный, он просто как будто бы вот в этот вот аромат, говоря поэтическим языком, добавили света. Просто осветили все вот этими желтым франгипани, на самом деле просто желтым цветом. Хотя вот тут какой-то розовый, но я бы вообще сделала его, наверное, желтым. Вот этот вот градиент. Ну, это я. Вот, друзья. Короче, аромат достойный. Аромат нарцисса родригесовский. Те, кто любит родригесов, скорее всего, вам понравится и этот. Но, говорю, ближе к базе они становятся с ним похожи. Но вообще у родригесов есть такая фишка, что вот этот мускус, он такой громкий, что все ароматы рано или поздно становятся вот лично на мне похожие. То есть
Оттенки, конечно, есть, но в целом прям сразу я узнаю Родригеса. Вот, давайте с этим пока все. Пока все. Я думаю, что в каких-то обзорах у меня будет появляться этот аромат. И тогда уже я больше скажу про его стойкость. Больше вот эта характеристика сейчас, мне кажется, непонятной. Про Fleur Mas Eau de Toilette Floral. Я обожаю этот аромат. Я на него долго смотрела, долго. И когда я поняла, что его снимают с производства, я заказала себе самый большой объем. Есть вероятность, что я передам его еще своим потомкам. Она есть, не спорю. Я не уверена, что я 100 мл сношу его. Но на самом деле, я вот прям его не снимаю с себя с того момента, как я его открыла. Это роза, это пудра, и здесь есть такая терпкая нотка бергамот. При этом, вы знаете, ощущение в бергамоте есть такой чайный оттенок, возможно, его дорисовывает сознание, так как мы чаще всего с бергамотом встречаемся именно в чае, то возможно, но вот есть какая-то легкая горчинка. И опять же, мускус нарцисса Родригеса здесь присутствует. И аромат вроде бы очень простой и понятный, но он очень сексуальный. Правда, вот я отнесла бы его в топ сексуальных ароматов. Он не будет кричать о себе, он не будет заполнять всю комнату, но он, знаете, таким легким шлейфом он притягивает, он такой: ой, что это я чувствую, ой, хочу поближе подойти. Очень притягательный аромат. И в то же время это аромат повседневный, так как он деликатный, и в нем нет, знаете, какой-то там интольности или каких-то несочетаемых нот, или трудносочетаемых. Он поэтому очень простой, понятный, то есть он никого не будет раздражать, я в этом уверена. Его можно куда угодно носить, в любую погоду, в любых обстоятельствах. То есть это такой универсальный, но при этом сексуальный аромат. Это, кстати, как мне кажется, бывает нечасто. Часто сексуальный аромат, он вот может кому-то прям сильно-сильно понравиться и притянуть, а кого-то, кстати, он может наоборот отпугнуть. Поэтому я бы на свидание, на первое, скорее надела вот этот аромат, чем Baccarat Rouge 540, который тоже вроде сексуальный аромат. Но там непонятно. Кто-то все-таки в нем чувствует бинты и йод. Немножко рискованно. А этот такой вот милый и понравится всем. Может быть вообще тем ароматом, который единственный. У меня было видео «Один аромат вместо всей коллекции», и этот я бы тоже туда могла включить вообще с чистой совестью, потому что вполне допускаю, что кто-то, знаете, не заморачивается там, как мы, да, парфлюбители, просто хочет хороший аромат, качественный, притягательный, сексуальный на любой случай. Когда я первый раз этот аромат потестила, он мне показался очень сильно похожим на французскую кожу от Мэма. Но у французской кожи есть лайм. И на моей холодной коже, на моей холодной коже этот лайм так кислит, ужасно кислит. То есть мне так нравилось сочетание розы, мускуса такого чистого и вот этой кожаной ноты, при этом там написано, что это замша, то есть это скорее такая немножко горчинка в нем присутствует. И мне так это нравилось, но этот лайм, он просто перебивает все. Я то хочу этот аромат, то опять надену в какую-нибудь погоду, и этот лайм просто, он прям свербит. Вот. А в этом аромате никакого лайма, естественно, нет. Здесь есть мягкий, нежный, удобный в носке бергамот. И что самое важное, вот такой аромат, мне кажется, он вне времени. Эти 100 мл будут вне тренда всегда. И этот аромат никогда не будет так звучать, как будто бы
Ну, вы знаете, да, иногда чувствуешь и думаешь: господи, ну, боже мой, ну это же уже все отошло, зачем вы этим брызгаетесь? Хотя, конечно, ароматы такое индивидуальное дело, если кто-то любит что-то, то какая разница, в моде он, не в моде, в тренде, не в тренде, но все-таки есть какие-то, вот знаете, помните, когда фруктово-цветочные ароматы вошли в моду, вот эта компотность такая, все за ними побежали. Потом уже в какой-то момент к ним стали относиться так свысока, типа, ой, там опять компотов наштамповали. А вот с этим ароматом такого не будет. Не будет, я уверена. Потому что, да, мускусно-цветочные ароматы как будто бы были когда-то в тренде, потом как будто бы они ушли, но этот все-таки другой. Роза здесь такая, она придает больше чистоту аромату, какой-то косметический оттенок дает. Пудра, она совсем не ретро, абсолютно не про ретро. И вот этот мускус, я знаю, что на кого-то он не садится, но если на вас сел и вам нравится, он всегда будет держать этот аромат особняком. Он никогда не станет, вот как, допустим, у Mosenworts есть аромат у Ксержов, Mosenworts. Господи, как я по-дурацки произношу английские эти слова, боже мой, я прям терпеть сама не могу. Друзья, честно, я по-испански просто божественно произношу слова. Я просто читаю вот очень бегло, хотя я иногда совершенно не знаю текст. А по-английски это ужасно. Меня саму корежит от своего английского, даже, наверное, больше, чем от каких-то французских слов. Я ужасно говорю по-английски. Ужасно, ужасно, ужасно. Простите меня, я буду говорить лучше в переводе. Больше, чем слова Ксержов, мускусно-цветочный аромат. Когда я его покупала, это был просто пик, это был тренд. И он был очень дорогой и недоступный. И вот он прям, еще не успели наштамповать всяких его клонов, и он прям был уникальный. То есть все прям хотели его, но не все могли его получить. Так Денис там пришел. Я 5 секунд, все, и заканчиваю. 5 минут. Вот. И мне прям больно от того, что сейчас он стоит, так что я его держу. Он прям сейчас стоит там у меня где-то в шкафу, и я его не ношу, потому что, правда, столько уже его клонов всяких существует. Вообще почему-то у Ксержов ароматы часто клонируют. И ты чувствуешь, что вроде хороший, хорошо сделан, но я миллион раз где-то его встречала. Ну, это часто говорит о том, что аромат не очень дорогой, не очень уникальный, и уже как-то, мне не хочется этого. Вот. А здесь почему-то я не так часто встречаю, а возможно, он на всех открывается по-разному, и я просто его не узнаю. Не знаю почему. Короче, я вообще обожаю Родригесов. Возможно, я даже не очень-то и объективна в этом вопросе. Ну, простите, никакой объективности, я думаю, в парфюмерии вообще быть не может. Все, друзья, спасибо вам, что вы были со мной. Напишите, пробовали вы новинку или нет, ждете или нет, если у вас еще ее не привезли. И, конечно, про этот аромат, что вы думаете? Согласны с моим мнением или нет? Мне интересно. И не забывайте промокод. Покупайте, если еще не успели, если хотели и думали. Все, самое время. Все, друзья, я очень благодарна, что вы досмотрели это видео до конца. Желаю вам вдохновения, желаю вам прекрасной весны, побольше солнца, побольше позитива, витамина D. Все, я всех вас целую, обнимаю. Всем пока.